Сегодня посмотрим с вами на то, как в последние дни на происходящее на войне реагирует российская пропаганда. За последние 20 лет даже Голливуд так много раз не перезапускал историю Человека-паука, как Путин свою специальную военную операцию за последние 7 месяцев. Мы уже не раз слышали, что российское командование все учло, и теперь-то, после всех жестов доброй воли, начнет конкретную спецоперацию. А потом опять оказывалось, цитируя Путина, что он еще ничего толком не начинал, но вот сейчас-то как начнет! Недавно российская пропаганда снова нажала на кнопку «Перезагрузка». Далеко не в первый раз она на нее жмет, и, возможно, далеко не в последний. Тем не менее, этот конкретный наш перезапуск СВО, который случился 11 сентября, запомнят все. Во-первых, слишком хорошо запоминается сама дата. У Путина не получилось изобразить из себя ни Сталина, ни Гитлера, непонятно, кого он хотел, но никого из них двоих не вышло, и он решил остановиться на роли Усамы бен Ладена. Не в силах что-то противопоставить украинской армии на поле боя, именно 11 сентября он провел серию крупнейших за всю историю Украины терактов против гражданского населения. Российские войска разбомбили теплоэлектростанции, чтобы оставить не захотевших освобождения мирных граждан без света, воды, отопления, метро и всего такого прочего. Во-вторых, очередной по счету перезапуск войны случился буквально в прямом эфире. И об этом мы сегодня и поговорим. «11 сентября в 20:00 по московскому времени, пожалуй, главная пропагандистская передача на российском ТВ сразу же началась с тревожных интонаций. Тяжелейшая неделя на фронтах спецоперации, перегруппировка наших боевых порядков. Это «Вести недели», и я, Дмитрий Киселев. Здравствуйте. Шило в мешке не утаишь. Даже в 1943 году, когда не было никакого интернета, зато на службе был не Киселев, а целый Геббельс, даже тогда германская пропаганда не имела никакой возможности скрыть от населения военную катастрофу в Сталинграде. Ну вот и Дмитрия Киселева жизнь довела до того, чтобы с грустным лицом выдавить из себя несколько слов правды. На фронтах российской спецоперации на Украине продолжаются ожесточенные бои. Ушедшая неделя была, наверное, одной из самых тяжелых за все время. Особенно трудно пришлось на Балаклее-Изюмском направлении, где под натиском превосходящих сил противника союзные войска были вынуждены оставить ранее освобожденные населенные пункты, включая и Балаклею, и Изюм. Мы не знаем, какое лицо было в тот момент у режиссера телепередачи, но настроение явно заупокойное. Он даже не попытался как-то сгладить очевидные логические нестыковки в программе. Стоило Дмитрию Киселеву прямым текстом сказать, что российская армия была вынуждена отступить под натиском превосходящих сил противника, так следующими же кадрами пустили Игоря Коношенкова, который уверенно так рассказывает, что на фронте все идет по плану. И вообще, все так и было задумано, как происходит сейчас. Затем начался репортаж военного корреспондента Евгения Поддубного, который, в свою очередь, уже противоречил словам официального представителя Министерства обороны. Почти вся программа у Дмитрия Киселева вышла кислой. Единственным счастливым человеком на экране оказался солдат с позывным «Малыш». Вот этот вот. Это месть товарищам укрофашистам. Орудие! Вот теперь я счастлив. Ну, всю передачу мы тут, конечно, пересказывать не будем, пожалеем вас. Хотя в последнее время смотреть их даже иногда поднимает настроение. Но в любом случае, там лишь боль, страх, тоска и уныние. Даже на покойной британской королеве Киселев потоптался как-то совсем без огонька. Еще десятилетняя Елизавета зигует в поддержку Гитлера. Но под самый конец выпуска ведущий внезапно ожил. На экране появилось большими буквами слово «Началось!». Похоже, характер и даже масштаб действий России в ходе спецоперации на Украине начинает меняться. Мы действуем куда более решительно, шутки кончились. Буквально в эти часы украинские телеграм-каналы наперебой сообщают о теперь уже российских ракетных ударах по критически важным структурам энергетики нацистского режима. В результате там просто-напросто гаснет свет, прекращается водоснабжение, отключается связь и останавливаются поезда Укрзалезницы. Похоже, это лишь начало ответа на украинский контрнаступ последних дней и уже не в полсилы.
Сейчас поговорим о том, что там такое началось, но сперва некоммерческое объявление не перематывайте, посмотрите. С началом войны каждый из нас столкнулся с огромной психической нагрузкой. Я стараюсь периодически делать ролики на эту тему, рассказывать о вине, об ответственности, о тревоге и как с ней справляться. И сейчас я хочу обратить ваше внимание на онлайн-проект Without Prejudice. Это проект бесплатной психологической помощи для несогласных с войной. Он начал работать в первую же неделю с начала боевых действий. Чтобы улучшить качество вашей жизни, несмотря на ужасные новости, предлагается множество подходов, таких как арт-терапия, телесные практики, практики медитации и концентрации и, конечно, групповая и личная психотерапия. Есть несколько групп терапии для тех, кто уехал, для тех, кто решил остаться, для несовершеннолетних, для родителей и так далее. Для каждого найдется что-то свое. В проекте работают психологи со всего мира. Периодически Without Prejudice проводит лекции, и одна из лекторов, например, российская поэтесса и писательница Полина Борскова. Сейчас она преподает русскую литературу в университете Беркли. А на проекте она рассказывает о путях психологического и эмоционального сопротивления на примере жителей блокадного Ленинграда. Все это на материалах реальных дневников, художественных текстов и интервью с блокадниками. Все лекторы – выдающиеся люди. Записи лекций и эфиров, а также анонсы следующих лекций вы можете посмотреть в телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Это единственное место в России для бесплатной, обширной и разносторонней психологической помощи. Without Prejudice также гарантирует вам защиту вашей информации и персональных данных. Так что можете смело приходить к ним за помощью или просто послушать хорошие лекции. Вернемся к нашей пропаганде. Что ж там такое началось-то? Пропагандисты, они как пианисты-виртуозы, способные начать с траурного марша, а продолжить уже собачьим вальсом, не отрывая при этом рук от пианино. В 8 часов вечера пропаганда еще ревела от отчаяния. Но через 3 часа все как один превратились в князей Болконских. Вот оно! Началось! Что именно началось, никто толком сказать не смог. У вас там что, вооруженные силы Украины самоликвидировались, а мы не заметили? Или Владимир Путин уже принимает парад на Крещатике? Войска Кадырова уже вошли в Киев? Ничего из вышеперечисленного не произошло. В разгар своего отступления российская армия совершила вечером 11 сентября большой террористический акт, временно лишив миллионы украинцев электричества, воды и тепла. Но не более того. Никакого нового оружия возмездия у Путина за сутки не появилось. Однако масса спикеров быстро переобулись. 10 сентября военкор Евгений Поддубный откровенно писал: «Обстановка тяжелейшая». 11 сентября он уже рассуждает о том, что победа близка, а специальная военная операция приобретает новые очертания. Владычица Russia Today Маргарита Симоньян вечером 10 сентября рассказывала, как она борется с истерикой при помощи молитвы. Через 22 часа она уже ехидничает. «Ну что со светом, соседи?» – пишет она. На момент записи этого видео электричество в Украине уже восстановили, однако в пропутинских пабликах и телеграм-каналах разносится громоподобное «Ура!» от успешно проведенного теракта. Возможно, его эхо доносится и сейчас, пока вы это видео смотрите. Но от этого, конечно, ровным счетом ничего не поменялось. Путин по-прежнему стремительно теряет своих единственных союзников – армию и флот. Для истории все-таки зафиксируем те мгновения, те пару дней, когда вместе с обвалом фронта по-настоящему пошла в разносы путинская пропаганда. Мы уже видели подобное в меньших масштабах. И увидим подобное скоро в масштабах еще больших. Но пока публика, у которой что-то там в очередной раз началось, горланит «Боже, начальника храни», давайте просто вспомним, какие песни пелись еще в конце прошлой недели. Еще никогда Андрей Норкин не был так близок к популярности, как в минувшую пятницу. В тот день его передача «Место встречи» перестала быть томной. Вот был, он и сейчас есть эксперт, который дословно говорил, что российские военные рискуют погибнуть, зайдя в Одессу, только, значит, от объятий одесситов, влюбленных в русских. Вот значит, это практически дословно. Случилось то, что случилось после 24 февраля. Мы все понимаем прекрасно, что это не так.
что одесситы не хотят обнимать русских военных. И этот же самый эксперт сегодня, вчера, позавчера и завтра на федеральном телеканале говорит, надо идти до конца, надо идти до конца и так далее. Я задаюсь вопросом, если эта экспертиза, этот анализ в первом случае был не просто ошибочен, а, можно сказать, преступно ошибочен, да, катастрофичен. Потому что сейчас Сашка стреляет в Ваську, Алешка стреляет в Андрюшку, Витя в Игоря и так далее. Это происходит сейчас. Почему я должен слушать и прислушиваться к мнению этого же эксперта, который сейчас мне говорит, что нужно идти до конца? Вот почему, если в первом случае он ошибся? Вот это ничего себе! На пропагандистском канале появились большие вопросы к пропаганде. Остается только вспомнить еще одного эксперта по геополитике, который обещал не поднимать пенсионный возраст, не переписывать Конституцию и догнать Португалию по ВВП на душу населения. Ну, до этого пока на НТВ не дошло. Смотрим дальше. Понимаете, рассказывать украинцам, что их не существует как этноса, как народа, что украинского языка не существует, это не может вызвать их симпатию. Эти обстрелы... На российском телевидении, государственном телевидении открыли логику. Что дальше? Изобретут колесо? Ну ладно, дальше смотрим. Вы знаете, мне тоже глубоко неприятны многие персонажи в украинской политике, вот совсем. Там есть реальные нацисты, есть татуированные эти самые ребята. Это все так. Я только одну вещь хочу сказать. Тем не менее, мы имеем дело со страной, членом ООН, президент, который признан во всем мире, с ним общаются мировые лидеры. Янукович тоже был признан во всем мире. Сравнивать его сложно. И самое главное, что сказать другое. Знаете, жизнь — это такая штука. Вот я вас уверяю, что режим талибов в Афганистане куда более кровавый, средневековый. Головы людям отрезают, да, запрещено их употреблять. Только почему-то мы с ними общаемся, потому что они реально контролируют Афганистан. Куда деваться? Терпеть не могу талибов. Но они контролируют Афганистан. И Зеленский, при всех претензиях к нему, его людям, реально контролирует Украину. Смело, очень смело. В результате наступления ВСУ природа настолько очистилась, что впервые за многие годы стало интересно смотреть ток-шоу на НТВ. Те люди, которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем, Росгвардия, там, кадыровцы все наведут порядок и так далее. Вот эти люди, ну, просто подставили всех нас очень сильно. А вы знаете этих абсолютно людей? Ну как, я не знаю, пусть президент разбирается. Я могу сказать следующее. Нет, ну... Абсолютно очевидно. Вы так указываете, а потом говорите, я не знаю, есть вообще они или нет. Я понятия не имею, кто эти люди, честно скажу, не знаю. Но эти люди есть, вы уверены? Конечно, есть. Президент же не сам как бы сидел и думал, дай-ка я начну спецоперацию. Кто-то приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросятся. Кто-то же это ему говорил все, в конце концов. Да? Рабочая гипотеза. Возможно, президент перед началом войны смотрел НТВ? Мы подошли к черте, за которой надо вот просто понимать простую вещь. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны, да? Контрактники воюют, там, значит, ЧВК и так далее, мобилизации нет. За риторикой нет. следите. Ну, это невозможно абсолютно, потому что российской армии там противостоит вообще сильная армия, которая по полной программе поддерживает сильнейшее в экономическом, технологическом отношении государства Европы, да? Мы слышим, что все идет по плану. Но неужели кто-то всерьез верит, что 6 месяцев назад план был, чтобы сейчас мы там оставляли Бакалею? Бедный Андрей Норкин. У него явно на том эфире случилась передозировка здравым смыслом. Наверное, весь вечер отходил. Хотя пока что за него можно не переживать. Уже на следующий день после того, как российские войска одержали победу над Харьковской теплоэлектростанцией, он спокойно вышел в эфир с новой программой. С грозным подзаголовком «Пора начинать». Тем временем из публичного поля куда-то исчез президент. Ну то есть аттракцион он открывает, но вот про войну ничего не говорит. Владимир Путин с начала сентября явно показывает, что тема войны ему наскучила. Мы бы и рады как-то его слова прокомментировать, но нет даже слов вообще никаких, даже вранья нет, ничего. Вообще-то так обычно и ведет себя Владимир Путин. Это особенно остро чувствуется во время войны, но так было всегда. Каждое стихийное бедствие, каждый пожар, наводнение, техногенная катастрофа приводили к тому, что Путин просто исчезал из публичного поля на несколько дней. Политтехнологический замысел тут понятен. Путин не должен ассоциироваться с бедой, не должен в заголовках стоять через запятую с катастрофой.
Это всегда смотрелось диковато. Как когда горела зимняя вишня, а президента пришлось буквально выцарапывать на свет Божий посредством митингов и через большой шум в интернете. Но сейчас, когда рухнул целый фланг его войск, это, конечно, нечто уже совсем запредельное. Однако он ведет себя так. Текущее контрнаступление вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, вероятно, в обозримой перспективе остановится, просто потому что никакая армия не способна наступать постоянно. Правда, может начаться на каком-то другом направлении, чего пропагандисты очень боятся. Ну а на Харьковском, скорее всего, украинской армии придется брать оперативную паузу, чтобы подтянуть отставшие тылы, закрепиться на занятой территории, поменять личный состав, физически уставший в боях. Хотя, конечно, учитывая то, как идет дело, ничего нельзя прогнозировать наверняка. Может, до Луганска завтра дойдут. Но вообще даже операция «Багратион», одно из самых успешных наступлений в военной истории, имела свое начало и свой конец. После нее были другие операции, какие-то более успешные, какие-то менее. Иногда противник собирал оставшиеся силы в кулак, чтобы устроить какое-нибудь там контрнаступление под Балатоном. Если считать войну днями, то эмоциональные качели можно устраивать себе хоть каждые 12 часов. Если считать ее месяцами, то невозможно не увидеть, в какую сторону планомерно движется линия фронта. Военное поражение российской армии явственно появилось на горизонте уже в начале марта, но у путинского режима горизонт планирования исчисляется сутками. Сегодня он смог, словно парацетамолом, срочно сбить градус паники у лоялистов заверениями, что для победы над Украиной нужно было только лишь обесточить ее города на полдня. А вот теперь-то уж точно победим. Каждая оперативная пауза, взятая украинской армией, отныне будет выдаваться за новую победу русского оружия. Остановлено, мол, наступление. Но у парацетамола время действия очень недолгое. Поэтому мы не откажем себе в удовольствии посмотреть, как в прямом эфире служители пропаганды бросают то в жар, то в озноб. Сейчас даже интересно посмотреть, как будут пытаться перезапускать эту специальную военную франшизу. Мол, да, все предыдущие попытки действительно вышли неудачными, но вот сейчас-то шутки кончились. Мы настроены решительно, как никогда. Отныне никаких полумер. Воюем в полную силу. Украинская армия будет остановлена на границе 91 года. До завтра. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали.